Привет, мои прекрасные! Я вас приветствую на новом выпуске про естественную красоту, здоровье, молодость. Меня зовут Ольга, мне 41 год, я мама 3 детей, а также я эксперт в естественном омоложении и уже более 7 лет улучшаю качество жизни очень многих женщин и мужчин. Сегодня я вам расскажу такой очень важный лайфхак, без которого невозможна красота и молодость вашего лица. И сегодня мы поговорим про апоневроз. Я очень буду стараться рассказывать все очень таким простым и доступным языком. Ну что ж, у многих из нас со временем происходит такая некая склейка тканей под волосяным покровом. Да, на нашей голове, именно там, где у нас есть скальп, да, там, где наш сухожильный есть шлем. Но давайте изначально разберемся, немножечко перед тем, как я вам дам практику, немножечко разберемся о теории. Итак, смотрите. Наша лобная мышца, она совсем не вот такая вот маленькая, как рисуют ее в очень многих учебниках по анатомии. На самом деле это все намного глубже. Если вы вот так вот возьмете свои пальчики и положите на затылочную зону вот здесь вот, да, и начнете шевелить своим лбом, вы почувствуете, как у вас вот здесь, на этом месте шевелится, да, это и есть корень нашей лобной мышцы. То есть она не ограничивается тем местом, где у нас начинается волосяной покров. Далее, конечно же, у нас есть такое понятие, как фасции. И задняя цепь фасций, она заканчивается на стопах. Для того, чтобы поднять наше лицо, нам всегда нужно работать с базой. База нашего лица, не говоря уже про осанку, база нашего лица – это наш лоб. То есть, если нашему лбу некуда подниматься, соответственно, тканям нашего лица некуда подниматься и нашим векам, да, и всему-всему абсолютно лицу. То есть, единственное, что у него остается, это плавненько стекать вниз, плюс гравитацию Земли никто не отменял, плюс усадка черепа с возрастом и так далее и тому подобное. Очень много, да, есть всего, что на это влияет. Но мы можем себе помочь и замедлить возрастные изменения. Именно для этого у нас есть этот канал, в котором я делюсь с вами лайфхаками и приемчиками, как же отдалить все возрастные изменения и омолодиться, запустив свой внутренний ресурс. И сегодня мы говорим с вами про апоневроз. Итак, да, у нас есть здесь такая некая склейка. Вот представьте, это как, знаете, если вы когда-то давно ходили в бассейн, где одевали такие тугие резиновые шапочки. Представьте, вот у нас есть резиновая шапочка, у нас на голове, да, и мы хотим поднять ткани нашего лица. И вот мы работаем локально с лбом. И тут мы поднимаем этот лоб, а тут у нас вот такая склеечка, которая не пускает его. Соответственно, конечно же, этот процесс происходит затрудненно. Поэтому первое, что нужно сделать для того, чтобы снять отек с вашего лица, для того, чтобы ткани поднимались и был такой некий эффект подтяжки без скальпеля, мы работаем именно со шлемом, именно с нашим скальпом, именно с нашей головой. Да. Тем более это также улучшает кровоснабжение луковиц ваших волос, и у вас начинают лучше расти волосы, и они становятся более крепкими. Конечно же, нет никакого секрета. Самый большой секрет – это питание собственной кровью изнутри. Ну что ж, а сейчас непосредственно мы с вами переходим к практике. Как мы начинаем наш массаж? Во-первых, хочу сказать, что этот массаж вы можете делать каждый день в любое удобное для вас время. Вы можете это делать с утра, вы можете делать это в кровати, вы можете делать, когда смотрите телевизор или стоите в пробке. В общем, в любой удобный момент. Найдите, пожалуйста, для себя этот маленький момент и выполните этот массаж. Первое, что мы делаем, берем вот так вот 2 пальчика и пройдемся по абсолютно всей линии вот этой роста волос. Да? У нас здесь такие происходят некие склеечки, и мы будем проходить вот таким вот зигзагом по линии роста. Проходимся. Значит, здесь, смотрите, как будто бы мы не трем просто кожу, да? Здесь мы впиваемся пальчиками, ставим их, чувствуем нашу кость, вот как будто бы, да, проникли ткани, дали проникнуть вашим пальчиком. И здесь мы как будто бы перетираем ткани по нашей костной структуре. Да? То есть мы не просто трем кожу, а мы вот прямо работаем глубинно, чувствуем это. Прошлись. Далее своими пальчиками прочесываем волосы. Вот так вот мягенько проходимся по всей поверхности головы.
Затем перетирающими движениями перетираем полностью вот наш, да, где у вас есть пробор, проходимся по пробору перетирающими такими движениями. Можно перетирать вот так, можно перетирать вот так, а можно перетирать всеми пальцами одновременно. И пытайтесь, как будто бы вы хотите сдвинуть, да, кожу с кости. То есть кожа, которая вот на вашем черепе, вы хотите как будто бы ее подвигать перетирающими движениями. И далее такими же перетирающими движениями проходим по всей голове абсолютно. Захватываем такие некие валики, да, и перетираем их вот так вот. Захватываем валики из кожи и перетираем их. Угу. Также делаем и на затылочной зоне. Перетираем кожу. Полностью, да, до основания головы доходим. Там, где у нас основание головы, берем вот так вот костяшками пальцев у основания роста волос, вот так вот хорошенько. Кому-то даже это могут быть такие мурахи, да, по телу. Проходимся очень-очень вот так вот хорошо, массажируем эту зону. И вот такими вот костяшками пальцев можете пройтись по всей зоне вашей головы. Угу. Отлично. Супер. Затем берем, просто делаем вот такой вот массаж по всей поверхности под волосяным покровом. И как бы тоже пытаемся сдвинуть, да, сдвинуть нашу кожу с наших костных структур. То есть как будто бы хотим шлем подвигать вот так вот, делать его более подвижным. Уже вы должны почувствовать, уже есть такой некий прилив крови, уже тепло, уже даже могут у кого-то гореть ушки. Продолжаем массажировать голову. Этот прием очень также хорошо снимает отечность с вашего лица. То есть утром, если вы очень сильно отекаете, я вам рекомендую прямо в постели можете выполнять эту практику массажа головы. Есть. Теперь берем вот так вот у корня волосы, захватываем и вот так вот двигаем наш скальп. Круговые движения можно делать в одну сторону, в другую сторону. Потянули немножечко вверх, да, вот так вот. Поездили. У кого-то будет подвижный скальп, как у меня. У кого-то он будет очень тугим и склеенным. Особенно, если вы никогда не делали эту практику. Так. Далее. И по всей так поверхности головы захватываем, да. И работаем с нашим апоневрозом. Есть. Еще захватываем. Зачастую это очень приятная практика. Всегда всем она очень приятна, очень нравится, снимает усталость. Если у вас был какой-то очень тяжелый, напряженный день, можно делать эту практику и вечером. То есть для этой практики нету каких-то там ограничений. Вы делаете тогда, когда вот вы можете и чувствуете, что вам хочется. Когда прекращать ее делать, да, сколько по времени делать, точно так же вы должны чувствовать по своим ощущениям. Вы же знаете, что у нас из рук выходит энергия, да, именно когда у нас что-то болит, мы всегда прикладываем руку, да, и точно так же вы должны прислушиваться к себе. Вот вы чувствуете, если вам, это как вот в остеопатии, вы держите, да, в каком-то месте, и вот когда вы чувствуете, что уже ваши руки все, хватит, вот отталкиваются уже, да, уже не надо больше, тогда прекращаете и переходите на следующий, да.
то есть все, абсолютно все по ощущениям. То есть если вы чувствуете, вот еще тут надо немножечко покрутить, еще тут надо немножко подержать, вот я чувствую, у меня здесь вот такое место, да, более какое-то плотное, или даже там более болезненное, да, я на нем задерживаюсь. И вот по ощущениям. Нету каких-то четких рекомендаций, мы все настолько индивидуальны, что для каждого это будет по его личным ощущениям и восприятию. Вот. Есть. Далее мы захватываем наши все волосы. Такой тугой, высокий, большой хвост гимнастки. Вот так собираем все волосы и держим. Туго и держим. В какой-то момент сперва это неприятно, да, когда вот так вот тугой такой хвост, вроде бы и болезненно сразу. Но спустя пару секунд дышим, уже вы почувствуете, что уже этой болезненности нету. Держим высокий хвост. Да? Тут у нас такой лифтинг-эффект лица сразу красивый. Так, задержались, подержали, держим. Угу. Отлично. Прекрасно. Вы большие умнички, молодцы. Ваше тело, храм души всегда вам скажет спасибо, ваше лицо также. Напишите обязательно в комментариях результаты. Возможно, если вы сделали вечером, вы утром проснетесь красивая. Да, если вы делали утром, вы целый день были какая-то такая сияющая, непонятно почему, да, а нам-то уже понятно, наш секретик уже вы знаете, это массаж апоневроза. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам массаж, как вам эти техники, какие у вас ощущения, что вам понравилось. И вообще, если для вас полезна эта информация, то подписывайтесь, конечно же, ставьте лайк, пересылайте своим подругам. Подержали и отпускаем. Браво, молодцы. И тут, девчата, последнее, что мы делаем, мы берем правую руку, берем здесь левую руку, и здесь мы себе аплодируем, потому что мы большие умнички. Я вас крепенько обнимаю, и если то, что я вам даю полезно, вам нравится, не забывайте подписываться, обнимаю и до скорых встреч.